друзья! Я очень рада новой встрече с вами. Зовут меня Лара. Добро пожаловать на мой канал по вязанию. И в этом видео я предлагаю вам познакомиться вот с таким вот замечательным узором, который я адаптировала для вязания носочков. Посмотрите, как это симпатично выглядит. Такие несложные перекрещивания петель, жгутики, такие листочки. Посмотрите, как это выглядит на носочной пряже. У меня в работе классическая носочная пряжа от Alize. Посмотрите, как в зеленом цвете это очень мило выглядит. Это достаточно простой узор. Его можно вязать как по кругу, так и поворотными рядами. И в этом видео я подробно свяжу с вами весь раппорт узора. Можно использовать в любых ваших изделиях. Применить более плотную толстую пряжу. Тогда узор будет более выпуклый, более выразительный. Но в целом это будет выглядеть вот так. Вот. Ну а я же адаптировала его к носочку. Вот посмотрите, как это симпатично выглядит в носочке в полотне. Вот такая красота. На схеме узора представлены все ряды при вязании по кругу. Если вы будете вязать поворотными рядами, то необходимо в изнаночных рядах провязывать все петли по рисунку. То есть над лицевыми провязывать лицевые, над изнаночными провязывать изнаночные петли. Раппорт узора составляет 16 рядов в высоту и 12 петель в ширину. И я вам покажу, как связать все эти ряды. Мы провяжем вместе. А также как провязывать перекрещивание петель без использования дополнительных инструментов. Первый ряд раппорта узора. 2 изнаночные. Я провязываю бабушкиной. Но если вы вяжете другим способом, в этом узоре это не имеет значения. Единственное, что, как вы знаете, бабушкины изнаночные вяжутся по кругу за правую стенку. Мы подхватываем как бы с изнаночной стороны. 2 лицевые, 2 изнаночные, далее 3 петли нам необходимо перекрестить направо, при этом при перекрещивании изнаночные петли провязываются лицевыми. Как я делаю это без дополнительных инструментов? Я перевожу эти 3 петли на правую спицу, левой спицей с изнаночной стороны одну петельку лицевую я пропускаю, и 2 изнаночные, которые у нас были, вот так, я их подхватываю. Далее правую спицу спускаю все петли, и вот эту вот лицевую, которую мы не зацепили спицей, я придерживаю у основания, чтобы она не убежала. Вот так спускаю, подхватываю эту петельку, которую придерживаю, вот так ее одеваю на левую спицу. Вот мы перекрестили петли и провязываю все петли лицевыми. Вот так. Далее мы перекрещиваем 3 петли на левую сторону. Точно так же я одну петельку пропускаю
и подхватываю вторую и третью с изнаночной стороны, вот так, правой спицей. Далее левую спицу спускаю все петли, и петельку, которую мы не подхватили, вот первую, я ее придерживаю пальцем, спускаю все петли, подхватываю эту петельку лицевую и перевожу 2 петли с правой спицы на левую. И все петли провязываю лицевой. Вот. Мы провязали с вами первый ряд раппорта узора. Второй ряд мы вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. Третий ряд раппорта узора. 2 изнаночные, 2 петли перекрестить направо. Для этого мы переносим 2 лицевые петли на правую спицу. С изнаночной стороны левой спицы подхватываем, одну петельку пропускаем, а вторую подхватываем ее вот так и спускаем эти 2 петли, подхватываем петельку, которую мы не зацепили, вот так вот правой спицей, и одеваем ее на левую спицу. И теперь мы провязываем 2 лицевых петли, 2 изнаночных, 6 лицевых. Четвертый ряд вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных, 6 лицевых. Пятый и шестой ряды вяжутся аналогичным образом, все петли по рисунку. Давайте с вами встретимся в 7 ряду. В 7 ряду нам необходимо сделать перекрещивание в жгутиках и в листочках. С 7 ряда у нас листочек начинает идти на сужение, вот так. Итак, 7 ряд. 2 изнаночных, 2 петли перекрестить направо. Для этого переносим их на правую спицу, левой подхватываем вторую петельку от края спицы, вот так, спускаем, правой спицей подхватываем вторую петельку и одеваем ее на левую спицу. Провязываем 2 лицевых, 2 изнаночных, 2 петли провязать
перекрестить налево. Для этого мы правой спицы подхватываем вторую от края петлю, вот так. Спускаем эти 2 петли, подхватываем левой спицей петельку, вот так, и одеваем правой спицей вторую петельку. И теперь провязываем 1 изнаночная, и 1 лицевая, 2 лицевые. Теперь необходимо перекрестить 2 петли направо. Для этого переносим их на правую спицу левой с изнаночной стороны, подхватываем вторую от края петлю, спускаем эти 2 петли и подхватываем вот эту петельку, одеваем ее на левую спицу, провязываем 1 лицевая, 1 изнаночная. В 8 ряду мы вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 4 лицевых, 1 изнаночная. Девятый ряд. 2 изнаночные, 2 лицевые, 3 изнаночные. Две петли необходимо перекрестить налево. Подхватываем с изнаночной стороны правой спицей вторую от края петлю, сбрасываем 2 петли, подхватываем первую петлю левой спицей, вот так, и набрасываем правой спицей на левую петельку, которую мы подхватывали. И провязываем изнаночная, лицевая. Далее перекрещиваем 2 петли направо, переносим их на правую спицу, левой подхватываем вторую петлю от края спицы, вот так, сбрасываем 2 петли, придерживая первую петельку, подхватываем ее правой спицей и набрасываем на левую спицу. Провязываем 1 лицевая, изнаночная и еще 1 изнаночная. Вот так. 10 ряд. Вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночных, 2 лицевых, 2 изнаночных. Одиннадцатый ряд.
2 изнаночных, 2 лицевых петли перекрестить направо, переносим их на правую спицу, левой подхватываем с изнанки вторую петельку, вот так, сбрасываем 2 петли, подхватываем петельку, которая мы не закрепляли спицей, переносим ее на левую спицу и провязываем 2 лицевых. 1, 2, 4 изнаночных, 1, 2, 3, 4. 2 петли перекрестить направо, аналогичным образом сбросили петельки, перекрестили и провязали 2 лицевые. 1, 2, 2 изнаночных, 12 ряд, вяжем все петли по рисунку. 2 изнаночные, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Тринадцатый и 14 ряды вяжем аналогичным образом все петли по рисунку. Давайте провяжем с вами самостоятельно и встретимся в 15 ряду. 15 ряд вяжем точно так же, как 11. 2 изнаночные, 2 лицевые перекрестить направо, переносим петельки, подхватываем, вот так с изнаночной стороны сбрасываем, подхватываем петельку, накидываем на левую спицу и провязываем 2 лицевые, 4 изнаночные, 2 лицевые перекрещиваем направо, провязываем как 2 лицевые и 2 изнаночные. Вот так. 16 ряд мы провязываем с вами по рисунку. Лицевые петли над лицевыми, изнаночные над изнаночными. Вот посмотрите, как у меня выглядит. Это 3 раппорта узора, связанные в высоту. Вот такая красота получается. Такой паголенок у носочка. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, у вас все получилось. Пишите. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.